Если там присутствует славянка, то она обязательно девушка легкого поведения. На турецких курортах всегда много предложений такого рода. Хорошо. Ничего не надо делать. Мне бы не хотелось, чтобы на улице каждый второй ко мне приставал и пытался познакомиться. В гости приходят, могут посмотреть холодильник, шкафы, особенно сестры мужа. Они считают, что ребенку и в 7, и в 8 лет не обязательно с ним там разговаривать о чем-то. Такие мужчины сами легкодоступные. Сразу Друзья, привет! Сегодня новый выпуск, опять из солнечной Турции. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать наши выпуски, чтобы быть в курсе. Я уже успела побывать в Москве, пожить и поработать месяц, и снова вернулась в эту прекрасную, гостеприимную, солнечную страну. И сегодня наш второй выпуск из серии «Турецкие истории» о любви. А тех, кто вышел замуж, связал свою жизнь с турками, как это случилось, как это все происходит, какие сложности, особенности, радости бывают в таких семьях, как воспитывают детей. Обо всем об этом наши три классные героини, которые согласились с радостью рассказать нам о том, как проходит их турецкая жизнь. У нас был когда-то такой выпуск «Замуж за иностранца» он назывался. Те, кто с нами давно, возможно, помнят. Если нет, не смотрели, то смотрите. Там много интересного, комментируйте. И еще обязательно посмотрите, если вам интересна Турция, последний выпуск, это переезд в Турцию. Там отличные истории о том, как люди переехали. Очень много полезной информации по виду на жительство, по количеству денег, необходимого для этого самого переезда, про образование детей и так далее. Поэтому смотрите, также комментируйте. Приятного просмотра! Привет, я из Санкт-Петербурга, мне 38 лет, и я живу в Алании уже 20 лет. Я начала сюда приезжать, а на третий год я уже осталась надольше, открыла здесь свою компанию и начала заниматься недвижимостью. Так получилось, что в 2012 году мама меня уговорила приехать в Турцию. И вот мы приехали в Кемер, а там работал мой муж. Ты отдыхала просто? Я отдыхала, да, я приехала на отдых. Мой муж работал, мой будущий муж тогда работал в Кемере. А ты изначально откуда сам? Сама я из Казани. невероятное количество и с Украины, и с России, и с Казахстана. И у меня очень много знакомых. Девочки объединяются, встречаются на русских завтраках, знакомятся. В общем, без друзей там невозможно остаться. Субъективное мнение, для них белая женщина, конечно, это что-то такое очень престижное, но с другой стороны, у них между мужчинами бытует мнение, что на иностранке жениться гораздо выгоднее, потому что ее нужно меньше содержать, не нужно платить за свадьбу, не нужно платить за оформление квартиры, куда приводишь свою молодую жену, не покупать там технику, мебель и так далее. То есть иностранка, она же этого не требует, она не требует золота. Она сама готова работать, помогать мужу, мотивировать его, всегда говорит: ты у меня самый лучший, у тебя все получится. А муж может и не намотивироваться. Турчанки в основном домохозяйки. Они собираются дома, устраивают вот эти девичники и ходят там, допустим, одну неделю к Айше, вторую неделю к Марьям, и вот так у них такая тусовка. Вот. Мне это не подходит. Я люблю больше гулять на улице. Хочется возле моря, в парках походить, пофотографировать, повести блог свой. Мои соседи тоже приветливо со мной общаются. И какого-то негатива нету, но, видимо, все-таки то, что разная культура, разное воспитание, разный образ жизни не дает сблизиться и стать друзьями. Так как все сюда в основном-то приезжие, все также пытаются адаптироваться, ищут себе друзей, все идут на контакт, очень открытые. Здесь часто, получается, мы проводим, в том числе я тоже провожу, девичники, разные встречи, где мы общаемся, знакомимся и таким образом расширяем свой круг общения, вот, русскоговорящих. Делаем встречи такие, допустим, на пляже в стиле хиппи или восточный завтрак, где у нас там есть дресс-код. Вот по прошествии 5 лет уже, с чем тебе до сих пор сложно, может быть, смириться, живя в Стамбуле, живя в Турции, и что тебя, может быть, восхищает
тоже уже прожив там такое количество времени? Сначала начну с того, что меня восхищает. Восхищает неравнодушность турков прийти на помощь к иностранцу. Бывает, что я в центре стою, жду подругу, и с таким взглядом, что как будто бы растерянным. Ко мне могут просто подойти люди и спросить: у вас все в порядке, вы не потерялись, может вам помочь? Или когда у меня не хватает денег наличными, продавец просто может сказать: ну ладно, потом занесешь. Я ко всему привыкла, но до сих пор меня напрягает нарушение личных границ. Когда могут прийти гости без предупреждения, может быть, мы там устали или у нас были другие планы. Нет, гость превыше всего. И если в России говорят «твой дом, мой дом», то в Турции это значит буквально. Гости приходят, могут посмотреть холодильник, шкафы, особенно сестры мужа, они прям у нас такие шумные, сразу какой-то дома начинается гул. Тебе нет предвзятого отношения, что ты из другой страны, из другой культуры? Сталкивалась ли ты с этим? Я очень была шокирована образом славянской женщины в Турции, как ее преподносят по турецкому телевидению. Любой фильм полнометражный открываешь, и если там присутствует славянка, то она обязательно девушка легкого поведения. Наташа. Да, сразу готова на все, там соблазняет турка, обязательно вот так вот. Некоторые люди составляют наш образ именно исходя из этого образа, который преподносит им телевидение. Моя свекровь была такая же, поэтому она сначала ко мне предвзято относилась, что типа русская, но познакомившись со мной, все уже относятся нормально. Уважают мою семью, меня и, соответственно, всю нашу нацию теперь. Очень хорошо принимают, они очень гостеприимные. Нет предвзятого отношения, что вот привел не наш. Но уже когда брак заключен, нет. Но если ты невеста, то да, могут немножко так с осторожностью относиться. Но если уже все, у вас стоит штамп в паспорте о браке, отлично принимают. Отлично. Моя свекровь, она как мама ко мне относится, очень заботливо. И даже заловка, как говорят, обычно же нужно бояться заловок. Нет, моя заловка тоже помогает мне. И иногда они принимают даже мою сторону, несмотря на то, что они родственники мужа. Это дорогого стоит. Да, так что они у меня золотые. Как вы уже успели, наверное, заметить, на мне сегодня вот такая пижама, такой летний вариант, не только для сна, но и для того, чтобы просто проводить время на улице в теплую погоду. Это очень крутая новинка у нас в Берна-Себе. Оставим ссылку в описании, переходите, там большой выбор, покупайте, пишите отзывы, присылайте свои фотографии. На этом курорте в Алании меньше всего вот таких приставучих мужчин. Я одеваюсь скромно, я уже не надеваю каблуки, не надеваю яркую одежду спортивную. Потому что фотограф, я чаще всего хожу с рюкзаком и не вызываю такого этого. Да, интереса, наверное, мужчин не вызываю больше. Мне бы не хотелось, чтобы на улице каждый второй ко мне приставал и пытался познакомиться. У вас большая разница в возрасте? У нас 12 лет разница, но это меня не смутило, так как у моих родителей тоже разница 10 лет. На это не смотрят. Главное, чтобы человек был хороший, чтобы была любовь. Очень много пар, у которых большая разница в возрасте, и даже 20 лет есть. Есть, где он младше на несколько месяцев или на несколько лет. Неважно. Как мужья турки относятся к тому, что женщина хочет или не хочет работать? Спокойно относятся. Не хочешь работать, сиди дома, занимайся домом, убирайся. Но дом должен быть в идеальной чистоте. Каждый вечер должна быть свежая еда, 3 блюда, гарнир, жаркое, салат, там закуски какие-нибудь. Если хочешь работать, работай, наймем того, кто будет смотреть за домом. Вот так. Но не все работы мужья разрешают. У меня религия такая же, потому что я из Татарстана. Интересно, да. Да, но у них не религиозная семья, у моего мужа не религиозная семья, обычно светская. Вообще с радостью приняли, с любовью. У моего мужа жива только мама, и она очень меня любит, очень меня поддерживает. И вообще его братья, сестры, их много, они тоже с любовью ко мне вообще. Поддержкой. Есть особенности того, что они очень придерживаются разных традиций. Допустим, если приготовить какое-то блюдо, нельзя отступаться от рецепта. Или какие-то там празднуют день рождения, там, или празднуют свадьбу. То есть все должно быть по полочкам. Вот как у них издревле вот это все отмечали, все точно так же надо повторять из года в год.
Мне как бы это странно. Я творческий человек, мне все время хочется что-то менять, какие-то новые правила. Турки отмечают праздники, но это их религиозные праздники. Курбан-байрам, Рамазан. Да, они ходят друг к другу в гости, обязательно навещают старших. Но вот такие праздники, как день рождения, Новый год, всякие европейские, типа 14 февраля, женский день, не приветствуют. Особенно день рождения. Я очень была удивлена, когда после месяца жизни в Турции у родного брата мужа день рождения. Я думаю, ну сейчас пойдем в гости, там подарок какой-то будет, или просто там подарим конвертик. Нет, просто муж поздравил его в Фейсбуке, даже не позвонил. И когда у моего мужа тоже было день рождения, никто ему не позвонил, никто. Только поздравили в Фейсбуке или по сообщениям. Объясняется тем, что мусульманин не может ставить себя превыше Аллаха и праздновать день своего рождения. Они большие модники, в основном все одеваются стильно. То есть от и до, от головы до ног. Все делают красивейшие прически. А знаете почему? Потому что они все увлекаются футболом и смотрят на футболистов, повторяют их классные прически. Мне это очень нравится, приятно смотреть на турецких мужчин. И от женщины они не ждут, чтобы она была при параде, не ждут, чтобы у нее было от и до, допустим, там маникюр, прическа. Есть, конечно, и у них есть такое правило, что если в семье несколько сыновей, то обязательно, когда все собираются на завтрак, например, жена младшего сына, она все должна убирать. И у нас в семье так сложилось, что есть еще одна иностранная жена старшего брата моего мужа. И она, когда мы собираемся все на завтрак у свекрови, все время говорит: ой, хорошо, ничего не надо делать. Алиса сейчас займется посудой и так далее. Да, есть такое правило. Ну, правило такое, да. Что поделаешь? В чужой монастырь со своим уставом, да, не лезу. Это есть, но я не люблю вот подстраиваться под кого-то. Не люблю делать вид, что я хорошая хозяюшка. Ну и нормально. Никто меня не осуждает за это. Да. Ну, то, что мне хочется делать, допустим, если мы приехали в гости к моей свекрови, то, что мне хочется делать от души, я это обязательно буду делать. Буду готовить по их рецепту, буду обслуживать их, приносить чай, просто потому что мне это приятно. Но что-то специальное, чтобы угодить, чтобы показаться хорошей невесткой, я не буду делать. Вообще познакомились случайно. Я никогда не планировала выйти замуж за турка или вообще за иностранца. Вот бывают такие моменты в жизни, когда ты вот чувствуешь, что это твое. И вот когда я увидела своего мужа будущего, я прям сразу почувствовала. Я почувствовала, что он в меня влюбится. Сначала, вот я ей говорю, только по работе, только как к клиентам он обращался. И в один из дней, ну, он, получается, на протяжении нашего отдыха, он каждый день нас видел с мамой, как мы отдыхаем на пляже, как мы загораем. И в один из дней он просто предложил: ты не хочешь просто пойти на ночную дискотеку, там будет на пляже, пенная вечеринка. И вот, я согласилась, и мы пошли. Но он тебе тоже понравился? Да, он мне понравился, да. Иначе бы, мне кажется, Да, я бы не пошла тогда. Потому что там на турецких курортах всегда много предложений такого рода. Мы обменялись номерами. У нас уже во время отпуска начался роман, курортный роман. Я думала, что это не будет продолжения этого романа. Но в итоге, когда я уехала в Россию, он мне писал, я ему тоже писала. И как-то вот наше общение, в переписке мы стали больше узнавать друг друга, поняли, что у нас много общего, много интересов, что мы хорошо ладим, хорошо понимаем друг друга. Мама сначала была против, да, она сначала была против. Но она говорила, что курортные романы ни к чему хорошему не приведут. Но, слава богу, она ошиблась. Виртуально общались год. Затем мы договорились, что он приедет ко мне в Россию. Вот, и он приехал спустя год, получается. В Татарстане мы жили. Там же мы поженились, получается. И там прожили. Да, мы поженились в России. То есть он приехал, все, переехал ко мне. Уже с серьезными намерениями. Мы прожили в России 2,5 года. А чем он там занимался, не знаете? Он занимался... Он язык знал немного, но когда он жил в России, он уже еще больше подтянул его.
сдавал даже экзамены на знание русского языка. Мы получили там вид на жительство, все документы оформили. Жили мы в России, было нам холодно и некомфортно. И как и обычно переезжают сюда русские семьи, мы с такой же целью согреться, жить в тепле, есть свежие фрукты. Вот с такой же целью мы тоже переехали когда-то из России. Да, появились, но не сразу, потому что у нас был языковой барьер первое время, и только через года 3, наверное, я познакомилась с семьей, с друзьями мужа. Семья турецкая, и с этой вот женщиной, с его работы мы дружим до сих пор, женщиной. Расскажи нам коротко, как вы познакомились с мужем и сколько вы уже вместе? Мы вместе больше 5 лет уже, получается. Познакомились в 2015 году на курорте Алю-Денис. Это курорт долгое время был не востребован среди русских, поэтому мы туда часто ездили отдыхать, потому что русские не любят отдыхать с русскими, понятное дело. А турки тоже обожают этот курорт, потому что море чистое, также там много англичан. Ну, в общем, мы отдыхали в одном отеле. В первую же ночь мы в первый же вечер пересеклись друг с другом в лобби. Нас познакомил фотограф отельный, говорит, это Фарук. Он почему-то представил моего мужа как Фарук, хотя все его знают как Тарык. Это Настя. Вечером же мы общались. Он выдал про себя всю информацию, так как ему нужно было как-то заинтересовать меня, все, что он знал на английском языке, уровень 2 класса, как зовут маму, сколько в семье детей, 6 детей в его семье, кем работает, сколько зарабатывает, где живет, в общем, все. Я подумала, серьезный мужчина, тем более, возраст такой, тоже не 20 лет и даже уже не 30. Я думаю, может быть, у определенной части турков есть такое мнение, что это легкодоступная женщина. Такие мужчины сами легкодоступные, так скажем. Но на самом деле, в основном, что они считают? Они считают, что русская женщина, вообще из стран СНГ, она работящая, такая, которая ухаживает за собой, хорошо ведет хозяйство, то есть смотрит за своей семьей, за своими детьми. Мне кажется, наоборот, они с восхищением относятся к женщинам из России. Здесь зависит от девушки и от того, насколько авторитарный ее муж, является ли он абьюзером или нет. Это очень важно, потому что очень многих здесь мужей есть психологические какие-то отклонения от нормы. Но это маленькая деревня, и здесь им действительно очень тяжело сохранять свою психику в чистоте. И, как правило, браки складываются таким образом, что они пытаются подчинить свою девушку и навязать какие-то свои предпочтения, так, чтобы и ребенок был мусульманином, и чтобы все было по их традициям и культуре. И тут все зависит от того, насколько они договорятся. Я смогла договориться со своим мужем. Он у меня с пониманием отнесся к тому, что ребенок мой православный. Кстати, сегодня Рождество, мы были в церкви на утренней службе, помолились, причастились, и с этим сложностей нет. Но есть многие турки, конечно, которые очень против и ношения крестиков у детей. Разные ситуации абсолютно, это все зависит от состава семьи. Но психологического насилия в семьях много, и не дай бог турок почувствует, что его жена, она дает слабинку и полностью зависит от него, тогда он начинает над ней возвышаться и заниматься домашним насилием. Во многих случаях, но это опять же есть примерные семьи, отличные муж турок и жена из стран бывшего СССР, и у них прекрасный гармоничный брак и дети. То есть не забросайте меня, пожалуйста, камнями после этого видео. Есть разные истории. И, опять же, Алания маленький город, и отсутствие недостаток образования, он способствует тому, что в браках не все так гладко. У нас сейчас идут споры, будет ли ребенок сидеть дома или пойдет ли он в садик. Мой муж уверен, что дома он развивается так же неплохо, как если он будет ходить в садик. Я же уверена, что ребенку нужна социализация, что в садике его научат лучше преподаватели, нежели я, потому что у меня нет опыта обучения детей. Я, конечно, могу с ним заниматься, но не так объемно, как в садике. Разные взгляды на то, если ребенок заболеет. Я прям боюсь каждый раз
когда у моего ребенка появляются сопли или поднимается температура, потому что мой муж начинает ужасно паниковать на эту тему. Каждый раз, когда поднимается у ребенка температура, мы едем в скорую и избиваем ее всякими способами. Капельницу ставим, либо делаем уколы. Но в России же нет такого. Мы сироп дадим или там свечку поставим, и все, успокоим как-то водой. Холодная душ — это психотерапия. Это, видимо, у провинциальных турков такой метод первой помощи при температуре ребенку, когда видишь на градуснике 39, и сразу ребенку суешь под холодный душ, чтобы сбить температуру, потому что у турков бытует мнение, что высокая температура для детей — это очень опасно, что сразу что-то у него там отмирает в мозгу, и срочно нужно эту температуру сбивать холодным душем. Однажды мы так сделали и повезли ребенка в скорую, и доктор поставил диагноз, у него, кажется, ангина. Посмотрел горло красное, естественно, красное. Ребенок наорался в душе. На твой взгляд, есть ли что-то принципиальное, чем дети отличаются от наших? Может быть, они их чему-то учат такому, то, чему мы, допустим, не учим, или то, что мы особо не рассказываем, какие-то такие национальные особенности. Может быть, больше уважения к старшим, например, да, учитывая, что это все-таки... Не замечала больше уважения к старшим, но замечала, что в Турции больше любят детей. В Турции некий культ детей. Все очень внимательны к ним. Официанты, чужие люди, проходящие мимо на улице, могут потрепать за щечку, умиляться, какой сладенький ребенок. И дети растут в огромной любви. Мне кажется, они от этого становятся более открытыми и более способными сами проявлять эту любовь на окружающих. То есть дети постарше также относятся к маленьким деткам. Я, допустим, хочу строгости, да, чтобы все было по правилам. А в турецкой культуре, во всяком случае, вот в нашей семье турецкой, потакают всем капризом ребенка. Не дай бог, ребенок поплачет. Вот это. Это мне, конечно, не нравилось и не нравится до сих пор. Сейчас вот мы пожинаем плоды вот этого. Еще питание очень отличается. Они с детства кормят детей обычной едой. А я вот тоже все по правилам начитала с книжек, все, чтобы полезно было, никаких сладостей, пюрешки с 6 месяцев, не давала воду до 6 месяцев, по-моему, тоже. Они вот кормят детей сладостями, даже грудничков. Здесь очень редко ходят в садик. Если работает женщина, то дают нянечке, либо своей бабушке. Моему 5. Он пошел в школу, она около, это 0-й класс, но сейчас это закрыто, конечно, мы сейчас только дистанционно обучаемся. Уже вот так с 5 лет начинают учиться. А мы сейчас ходим в турецкую школу. Но я думаю, что он будет обучаться дистанционно в русской школе, скорее всего. Ну, они добрые люди, они очень любят детей. Если они росли в хорошей семье, то есть перед глазами был пример, они ценят очень свою семью, стараются ее сохранить, заботятся о своих домашних. Очень любят детей, но это один из самых больших плюсов. А минус? Им сложно объяснить, что заниматься нужно развитием ребенка уже с тех пор, как он родился, или даже, может быть, еще в животе матери. Они считают, что ребенку и в 7, и в 8 лет не обязательно с ним там разговаривать о чем-то, не обязательно давать денег на его обучение. К мальчикам такое же отношение? Абсолютно. Или есть разница? Да, нет разницы между мальчиками и девочками. Они считают, что пока ребенок маленький, а маленький для них это там до 7-8 лет, с ним вообще не о чем разговаривать, и не надо его развивать. И упускается вот этот возраст, когда нужно и книги читать, и покупать, и вкладывать деньги в образование ребенка. Я неоднократно слышала мнение, что турки очень хорошие семьянины, что они любят детей очень. Вот как это вот коннектится с тем, что при этом они не особо любят проводить время в рамках семьи с женщиной. Как это время распределяется обычно? Что вот он с детьми, с ребенком, и он где-то с мужчинами, там, с другими отдельно. Это тоже зависит от семьи к семье. Некоторые мужчины помогают по дому, но это большая редкость в Турции, особенно если женщины берут всю домашнюю работу на себя. Мужчине просто ничего не остается, кроме как только зарабатывать деньги, там потрепать малого за щечку и сесть на диван или пойти в клуб. Но в современных семьях все-таки уже больше идет разделение обязанностей, тем более если женщина работает, то там мужчина может и уборкой заняться по выходным. Кошка меня кусает. Ты что меня кусаешь? Наши мужчины, они, наверное, не такие ревнивые. Хотя мой муж не ревнивый, но
Я вижу своих подруг, турецкие мужчины очень ревнивы, то есть они такие собственники, они следят за своей женщиной. А русские, я вот не видела в них такой ревности, как у местных. Красиво выглядят, отзывчивые, добрые, помогающие и щедрые. Минусы: ленивые, наверное, да, ленивые, нелегкие на подъем, опаздывающие, непунктуальные и консервативные в основном, да. Опять-таки, не во всех, но вот в основном консервативные. Это тоже мне не очень нравится. Они хорошие отцы. Я по своему мужу могу сказать, что это так, действительно. И для них очень важна семья, домашний уют. Они стараются жениться, выходить замуж так, чтобы это было на всю жизнь. Да, есть, конечно, разводы, но это такая редкость. В основном люди женятся и проживают вместе всю жизнь. Но нет такого, что запрещено разводиться или что кто-то будет это осуждать, обсуждать. Они стараются все-таки находить компромисс вот в семье с женой своей, идти где-то на уступки, где-то баловать свою жену, чтобы сохранить семью. Все ездили, отдыхали в Турцию, особенно в городах, мы часто это видим, когда средь бела дня, в рабочее время, очень много мужчин сидят на улице, пьют чай, кофе. Вот это вот что за история такая? Почему так их много, и почему они не работают, и почему в этих заведениях нет женщин? Это издревле пошло. Существуют такие заведения в Турции, кыраатхане, где собираются только мужчины. Там в меню только чай, они пьют чай, читают газеты, общаются, смотрят телевизор, обсуждают политику, новости, играют в настольные игры без женщин. Конечно же, потому что мужчинам интереснее общество с мужчинами, время проводить с мужчинами. Пришел мужчина домой после тяжелого рабочего дня, женщина его накормила ужином, больше им не о чем говорить, он пошел в общество мужчин и продолжает проводить время с ними. Либо же, если мужчина не работает, а в Турции очень много нерабочих мужчин, особенно в Стамбуле большая безработица, они с утра до вечера проводят время в этих клубах. И если на пенсию вышли тоже. Бесплатная история или нет? Бесплатная, платится только за чай. Платят мужчины. Нужно изначально сказать о том, что ты ждешь от семейной жизни. Допустим, если ты хочешь ходить на танцы и будешь ходить на танцы, тебе надо об этом сразу же тоже предупредить. Если ты будешь вести блог, то тоже об этом сказать. Или сказать, какую ты одежду будешь одевать. Лучше это все-таки заранее предупредить, что ты не будешь подстраиваться под какие-то их правила. Пусть знает, на что идет. Уважать тоже их религию, их культуру.